Друзья, всем привет! Третья часть у нас сегодня с Еленой. Массаж лица делаем без ухода. Первая часть я показывала, как клиенту умывать, тоник наносим, как наносить масло, какое масло. Уже сделали шейно-воротниковую зону. Смотрите предыдущие части. Сейчас мы продолжаем уже непосредственно делать такой вот глубокий массаж. Можно его назвать как угодно, как хотите. Можете назвать его моделирующий массаж, вот эти вот движения, которые я сейчас делаю. Можете назвать его скульптурный. Если назовете миофасциальный, да, он миофасциальный тоже. То есть вот эти три названия, это вот маркетинг, пожалуйста, вот какие угодно. Ставьте в прайс, называйте как угодно, либо скульптурный, либо моделирующий, либо миофасциальный. То есть вот это вот массаж, это вот фасциальный, а вот это вот уже миофасциальный. Все. Вот и все название. Можете придумать свое название. Главное, чтобы вы делали качественно, чтобы клиент видел результат и приходил к вам снова и снова. Придумывайте свои массажи, фантазируйте на эту тему. Исследуйте свое лицо, делайте самомассаж. Это очень помогает в работе мастеру, потому что он понимает, что вау, вот это вот движение классное, я его возьму в работу. Исследуй свое лицо, просто делай себе самомассаж. Вот про нос, да, вот мы в прошлой серии делали, прорабатывали спинку носа, где мышцы. Я поняла, когда себе я ее делала, вот эти мышцы смещаю, нос начинает лучше дышать, как-то вот отечность уходит. Мне понравилось это движение, я подумала, почему бы его не взять в массаж. Начала его делать, спрашивала у клиентов, клиентам нравится. Ну и так вот получается, что возникают какие-то новые движения. Но вот эти движения, их можно очень долго делать, и они прям дают хороший результат. Ну, болезненный, конечно, да, где-то. И если было бы у Елены полное лицо, и было бы большое количество подкожно-жировой клетчатки, после таких движений я бы обязательно сделала вот такие движения, перекаты. Зафиксировала бы, естественно, лицо, голову зафиксировала и сделала бы перекаты. После вот этого активного притока крови к тканям, после того, как начинает вырабатываться лучше коллаген, потому что температура местно увеличивается, я бы сделала легкие перекаты вниз. Делала бы их минутки 3, с одной стороны 3-4, с другой стороны. Но так как у Елены лицо достаточно подтянутое, обилие подкожно-жировой клетчатки не имеется, поэтому я такие движения не буду делать, можно просто сделать какие-то выжимания. Помню, что еще мы лоб не делали. Лоб, шею. Что-то, может быть, еще, Елена, вспомните. Может быть, какое-то движение, которое вы смотрели в онлайн-уроке, и вам бы хотелось почувствовать на себе. Не вспоминаете? Сложно что-то вспоминать, да, когда тебе делают массаж? Да. Там были какие-то мне непонятные движения. Мне кажется, это было то, что вы сейчас делали. Перекатывать. Или что-то другое похожее. Но точно вот как раз щечно-скуловые вот эти вот. Ну, здесь валик можно как угодно. Еще глаза. Глаза, да. Если есть отечность в периорбитальной области, в области глаз, говоря простым языком, можно поработать боковой поверхностью пальца, делать маленькие короткие выжимающие движения боковой поверхностью под верхним костным краем орбиты, под косточкой, под бровью. Не надо, чтобы глаз у клиента открывался. Здесь надо стараться именно под косточкой идти, чтобы ощущения были достаточно сильные, то что они могут быть здесь болезненные, особенно если есть отек.
Можно вот сюда дойти, например. Такое же мы движение делали, по-моему, в первом выпуске. И здесь держим мышцу, уходим. Выжимание. Можно здесь надавить на козелок, если хочется. Можно просто не надавливать. Если лицо не отечное, не нужно каждый раз уходить в эту зону. Можно просто сделать 2 раза глазик один, потом другой 2 раза сделать, и все. А потом уже 3-й раз сделать выжимание вниз. Здесь, в общем, все зависит очень индивидуально. Нет вообще общей схемы какой-то. Общая схема там проработать шейно-воротниковую зону и начать уже потом прорабатывать зону лица. Я очень объясняю вот этот момент, наверное, более четко в интервальном массаже лица. Кому какой массаж подходит. Если есть купероз, если есть, например, достаточно там, мобильная подкожно-жировая клетчатка, если там есть отечность, если есть наличие большое кожного лоскута, то есть изобилие. То есть все это в интервальном массаже, наверное, более четко, чем в массаже лица авторском. Потому что его тоже можно делать без тейпов, не обязательно тейпы наклеивать. И там прям вот какая-то классификация существует, что если такое лицо, то лучше такой массаж делать. Ну как массаж, больше движений использовать определенных. В массаже лица я это тоже объясняю, что там достаточно все просто. Перекаты, если отек, то больше перекатов. Если кожного лоскута много, то больше срывов делаем в конце. Ну, срывы никто не любит на самом деле. Клиенты. Интервально это все тело? Нет, это лицо. Только лицо. Он разделен на определенные интервалы. Думаю, что бы поделать. Если думаете, что поделать, вернитесь к жевательной мышце и думайте на здоровье, пока прорабатываете жевательную мышцу. Что бы делать дальше? Я так часто делаю, потому что жевательная мышца, она требует такой глубокой максимальной проработки. Это сейчас работала жевательные мышцы и опять валики. Подбородком в зоне подбородка. Да. Понимала. Вот. Ставим пальчик, опускаем кожу вниз чуть-чуть с мышцами, чтобы блок сделать, потому что она будет приподниматься. Вот этого нам не нужно. Опустили, зафиксировали, прижали, компрессия. Понятно, да? Раз, вниз, прижали. А здесь пальчиками просто ведем валик, но не до конца. Вот этого не должно быть. Чувствуете, да, как неприятно? Вот этого быть не должно. Часто допускают такую ошибку, до конца доводят валик. Нет, создали вот тугой центр, отпустили. Щипок, но не до конца. Ну здесь вот я бы не стала здесь делать, ну что подбородком как бы нету второго. И это вот здесь Брейли, да? прорабатывать. Прорабатывают этим движением. Ну да, здесь можно так сказать, вот этим движением тоже. Ткань подтягивается с мышцами. Такое движение. Можно даже зафиксироваться, опуститься. Под косточку уйти. Здесь тоже может быть чувствительно и медленно выйти. Ну вот еще вот это движение, которое тоже есть. Ну так оно, как вибрация, да, оно даже менее, точнее, более бесполезно, менее эффективно, чем вот это движение. Но вы чувствуете, что это более жесткое, да? Но это и проще делать, чем сделать вот это вот движение. По сути, это одно и то же.
Вот здесь делаете вы вибрацию, на межклеточную жидкость воздействуете, вибрация, все. Либо вы делаете просто пальцами. Но более жестко и более, естественно, продуктивно. У кого отечность есть, очень хорошо. Под глазками более слабо. Это для отечных хорошо, да? Перекаты, вибрация, компрессия. Все, 3 движения. Ну, перекаты и есть компрессия. И вот это вот, она как-то вот менее приятная. Смысла тоже в нем нету. Хлестать по подбородку, как раньше, где со всей силы, даже показывать не хочу, это очень неприятно, но эффективно. Но можно же какие-то другие движения использовать. Вот тот же самый валик, который я делала, не до конца довожу и резко отрываю. Ну вот вверх более чувствительно. Но я стараюсь такие уже движения не делать, по запросу только, потому что клиенты все-таки они приходят как бы и почувствовать такую проработку глубокую, мышцы расслабить, лица где-то, где они спазмированы, где они атоничны, тонизировать эти мышцы. Лоб мы не прорабатывали. Вот лоб очень приятно, вот эти движения. Подальше немножко, чтобы у меня рука была расслаблена. Я работаю одной рукой, потом рука устает, я чувствую, все, уже не могу, рука устала, и потом начинаю использовать другую руку. И так руки чередую, чтобы клиент не чувствовал моего напряжения и бессилия. Вот рука устала уже, все, это передается на самом деле все. Ну, чтобы другой рукой работать, тоже немножко подвинулся на стуле. Чувствуете, да, что глубоко достаточно, не поверхностно. Если бы я делала подушечками пальцев, это было бы вот так. Ощущаете разницу, да? И вот. И вот. Да, чувствуется. Еще засыпаю. Ну, зато хотя бы отдохнули. Может быть, ничего и не запомнили. Запомнили, что достаточно сильно, что какие движения были непонятны. Тоже забыли, да? Ну, то есть вот эти вот валики, кстати, да, вы сказали. Ну да, здесь так быть в каком-то моменте и быть на массаже тяжеловато, согласна. Ну что, можно сделать выжимание тоже. Вниз, можно по шее еще поработать, поздвигать мышцы. Здесь уже можно вообще фантазировать. Можно 2 руками сдвигать, можно вниз сделать валики, более поверхностные. Можно сделать валики на зоне декольте, если это нужно. Ну, здесь бы я не стала делать валики, потому что подкожной жировой клетчатки много нету, кожного лоскута тоже много нету, то есть все хорошо, все отлично, поэтому подумала я, посмотрела, попробовала делать, думаю, ну что-то не то, и не стала это движение делать. Так, может, в другом месте тоже там 2 раза сделают для симметрии. Ну вот оно не заходит, это уже понятно, это движение. Поэтому не нужно стремиться к какой-то четкой схеме, это будет только портить и вашу работу, и вашу жизнь. Просто здесь нужно действовать по ситуации. И в конце я также возвращаюсь к шейно-воротниковой зоне, делаю несколько выжиманий, весом собственного тела просто ставлю руки, и руки уже под весом, они скользят. Я даже не стараюсь их как-то ускорить. Вот этот процесс выжимания. Еще раз покажу, просто ставлю руки, и все, поехали. Вот вес пошел тело.
Вот как они дошли, за какое время, за такое дошли. И ухожу вниз. Так что, друзья, кто хочет разобраться, какому клиенту делать какой массаж, можете приобрести онлайн-обучение «Интервальный массаж лица». Также его делать, просто не наклеивать тейпы. Там как раз в этом онлайн-уроке рассказано, для каких клиентов какой массаж больше подходит. Я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите, какой вы массаж больше предпочитаете делать как мастер и какой получать предпочитаете как клиент. Всего, до встречи, пока. Я тоже засыпаю вместе с Еленой. Расслабляюсь. Чуть не забыла, заснула вместе с Еленой. Не забыла завершающий этап процедуры. Я просто умываю влажными салфетками. Здесь зависит от того, на каком средстве вы выполняли массаж. Я выполняла на качественном масле для чувствительной гиперреактивной кожи, которое можно наносить даже на ночь. И оно дает коже дышать, поэтому я просто буду влажными салфетками удалять это масло теплыми. Если бы это был бы какой-то крем, в составе которого был бы воск или еще какие-то компоненты, я бы, конечно, нанесла сначала средство для умывания, гель, пенку, молочко, гидрофильное масло, неважно что, и сняла бы уже продукты массажного средства. Здесь просто влажными салфетками, не нужно их много раз вымачивать в воде. Я просто их переворачиваю, и опять они становятся свежими. Очень приятно еще такой есть момент за ушами, когда протираете, тоже клиент доволен, ощущение такой чистоты полной. Потому что когда не доводят до лица вот в этом моменте увлажнения салфетки, когда они увлажнены, умывание не доводят до конца, просто вот так останавливаются в этом месте и все. Ну как-то вот неприятно. Также я протираю тоником лицо. И потом нанесу уже завершение, крем, которым вы пользуетесь как мастер. Также ватные диски, все это нежно, аккуратно, без резких движений. Глаза клиенту так не открываем, не тянем никуда, наоборот, чуть-чуть вниз ведем. Ну и крем я предпочитаю с дозатором. Здесь у меня просто без дозатора в баночке. И, конечно, я его буду извлекать из этой баночки ватной палочкой, чтобы он постоянно не окислялся. Наношу на тыльную часть руки. Можно это даже сделать перед тем, как наносить тоник, чтобы волшебным образом крем у вас уже находился в руках после тонизации. И наношу на лицо, на зону декольте. Вот эти этапы должны входить в массаж. Это не уход, это просто массаж лица. С уходом, если это уже плюс маска, плюс пилинг, плюс какие-то концентраты, сыворотки, может быть, какие-то аппаратные методики. Ну, теперь все.